Привет! Сегодня мы поговорим об изомальте. Что такое изомальт? Изомальт вообще изначально был придуман как сахар для диабетиков. У него низкий гликемический индекс, он низкокалорийен и не вызывает скачков инсулина, как это делает обычный сахар. Позже кондитеры стали использовать его для декора. Сегодня я покажу вам, как работать с изомальтом, какие у него основные свойства и какие есть плюсы и минусы. Итак, сам изомальт может выглядеть как порошок, как гранулы, как кристаллы. Он может быть в разной форме. Но тем не менее, в любом случае нам необходимо его растопить. Чем он отличается от обычной карамели? Тем, что он бесцветный и можно придать ему любой цвет. Цвет мы придаем с помощью красителей. Как и для сахара, мы используем водорастворимые красители. Они могут быть как сухими, так и гелевыми. Далее, как мы растапливаем изомальт. Изомальт можно растопить в сотейнике на низко-среднем огне, либо положить между двумя силиконовыми ковриками и убрать в духовку. Изомальт в некоторых случаях, в зависимости от качества изомальта, нельзя кипятить. Мы долго искали фирму, которая будет удовлетворять абсолютно все наши потребности, и нашли фирму Bene. Очень хороший изомальт, его используют почти все кондитеры, кто уже хоть как-то столкнулся с изомальтом. И такой изомальт хорошего качества, у него температура, как и у карамели, должна быть 160-180 градусов. Мы будем растапливать до примерно 160-165 градусов. И после этого он будет продолжать еще доходить до своей нужной температуры, ее повышать. Мы будем уже использовать изомальт. При работе с изомальтом нам необходимо помнить, что у нас обязательно должны быть перчатки, как и при работе с карамелью. Также мы работаем с качественным силиконом. Если силикон у вас будет дешевый, из Алиэкспресса или ненадлежащего качества, то весь ваш силиконовый коврик будет ходить волнами. Также я советую фирму, вот мне нравятся силикомартовские, я их и буду использовать. Также у многих возникают проблемы с изомальтом из-за того, что он становится влажным. Почему он становится влажным? Это то же самое, как кубик сахара опустить в воду, он растает. Здесь происходит то же самое. У нас влажность в помещении, влажность в холодильнике, поэтому изомальт необходимо после того, как вы сделаете необходимую для вас фигурку, сразу же убирать либо в герметичный контейнер, либо пластиковый, либо в пакетик, либо в коробку, но чтобы никак не проникла к нему влага. Соответственно, если мы используем обычный крем-чиз на сливках, то наш изомальт со временем заплачет на таком торте. Что делать в таком случае? Либо использовать покрытие, где у нас минимальное содержание воды и максимальное содержание жира. Это могут быть ганаши на масле, шоколаде, это могут быть крема на сыре и масле, но тем не менее и в сыре и масле тоже есть влага. И поэтому мой совет вам насчет использования изомальта. Декор из изомальта уже готовый. Я советую хранить отдельно, не на торте. Класть его на торт только когда вы уже непосредственно даете клиенту, заказчику, либо уже торт выносит на торжество. Если вы знаете, что торт будут выносить только вечером, а торт вы отдаете утром, в таком случае в отдельной коробочке вы можете отдать этот декор. Либо вы должны заранее узнать, сколько выдержит ваш изомальт на креме. Потому что мы экспериментировали, и некоторые виды изомальта, они могут до 5-6 часов спокойно стоять и только после этого начать плакать. А есть изомальт, который уже в первый час начинает плакать, и плюс он становится очень липким, очень влажным. Поэтому не забывайте хранить в коробке изомальт, не забывайте, что он может заплакать. И как только вы приготовите фигуру и она застыла, лучше тут же ее убирать в коробку либо в контейнер. Некоторые виды изомальта, точнее некоторые фирмы, если вы их будете кипятить, они станут мутными и влажными, и вы не сможете из них ничего сделать красивого и прозрачного. Также все фигуры, весь изомальт, все, что вы из него сделали, вы можете переплавлять. Снова, главное не превышать 180 градусов, иначе если вы превысите, то у вас сразу автоматически станет мутным и липким ваш изомальт, как бы вы потом ни старались, свойства вы его испортите. Ну что ж, сейчас мы приступаем непосредственно к разогреву нашего изомальта. У нас здесь нет такого, что нужно использовать ровно 200 или 300 граммов, зачастую все, что мы делаем, делается на глаз. Потому что у нас много изомальта может оставаться на стеночках,
может прилипнуть, поэтому лучше брать всегда с запасом. Мы взяли изомальт и сейчас начинаем его растапливать на медленном огне. Я советую вам не мешать изомальт, иначе смотрите, что будет. Он прилипает, и потом вам будет сложно, он как карамелька уже остыл, и вам будет сложно перемешать и растопить эту массу, поэтому не мешаем лопаточкой, ждем, когда он сам в своей массе начнет растапливаться. Как только наш изомальт стал 168-170, мы убираем с огня и в своей массе изомальт домешиваем. Очень важно изомальт не перегреть. Сейчас мы добавляем сюда краситель. Цвет зависит от количества. Мы вымешали до однородного цвета. И сейчас выливаем на силиконовый коврик. Нам необходимо дождаться, когда он станет примерно 60 градусов. Тогда он становится пластичным, и мы можем делать с ним что захотим. А здесь мы сейчас сделаем леденцы. Мы берем маленькие палочки, наливаем изомальт. И вставляем палочку. Как только он подзастыл, мы переворачиваем. И здесь, когда он еще не застыл, он будет стекать, либо мы можем его вытянуть в нужной нам формы, пока он еще не застыл. И ждем полного остывания. Как только у нас остыл изомальт, вот сейчас, пока он не липкий, нам необходимо сразу же убрать его в контейнер, чтобы влажность не помешала нашему изомальту. Все, аккуратненько снимаем и убираем. Здесь мы ждем, когда она полностью остынет, снимаем и уже убираем также в коробочку, либо в контейнер. Также мы можем сделать фигурки с помощью силиконовых молдов. Мы также разогреваем изомальт и заливаем в силиконовый молд. Также мы можем сделать осколки. Мы заливаем на силикон, ждем, когда остынет. Чтобы сделать осколки, нам необходимо после того, как наш изомальт остыл, разбить его и чтобы у нас получились нужные осколки. Если хотите, чтобы они были потоньше, просто нужно побольше вытягивать изомальт. Сейчас мы с вами сделаем эффект пузырей. Для этого нам понадобится водка.
Алкоголь весь испарится от горячего изомальта. Мы наливаем водку. И поверх водки наливаем изомальт. И у нас с вами получаются такие пузырики. Когда изомальт начнет застывать, мы можем еще дополнительно его изогнуть, чтобы у нас получилась такая волна. Можно зацепить прищепками. Чуть-чуть еще подзастынет. Когда перестает течь изомальт, мы зацепляем, где нам нужно, края, и ждем, когда она застынет. Таким образом мы сделали с вами несколько видов декора. Это наши сердечки из молда. Это наша вазочка из изомальта. Она может быть уже у центра. Здесь могут быть более длинные у нее края. Это наши осколки. И здесь у нас сейчас застывает наш фигурный декор.